Cihan torunum yok. Abi! Nerede oğlum nerede? Kızım! Sana daha önce de söylemiştim. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Ben Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Расскажет ли Джихан Алие то, что у него на сердце? Повлияет ли на Алю близкое поведение Джихана и раскроет ли она свои чувства? Почему госпожа Садакат угрожает Алие, что расскажет ее внучке, какой человек ее мать? Сможет ли Алия удержать своего сына Дениза подальше от матери? Действительно ли мать Алии Фикрии сожалеет о том, через что она заставила Алью пройти? Что скажет Аля на предложение Джихана вместе воспитывать Дениз? Убьет ли Джихан Угура? Закончится ли вражда между Садакат Ханым и Алей, когда исчезнет Дениз? Что скажет Джихан о том, что Аля обвиняет его в потере сына? Услышала ли Мори что-то и спряталась в страхе? Или Экмель похитил Дениз? Мог ли он узнать, что Демир Дениз – внучка Экмеля, и похитить ее, чтобы отомстить Джихану? Что произойдет в стриме, где Джихан и Кая прыгнули, чтобы найти Дениз? Джихан признается в любви к Алие, раскрыв все чувства, которые он накопил внутри себя. Несмотря на то, что в глубине души Аля испытывает те же чувства к Джихану, ей будет тяжело под тенью разочарований и чувства предательства. Так же, как он не может игнорировать свое прошлое с Майн, он также начнет сомневаться, может ли он доверять Джихану. Однако Джихан не сдастся и предпримет шаги, чтобы заставить Алью признать свои чувства к нему. С другой стороны, госпожа Садакат снова загонит Алью в угол и нанесет ей самый сильный удар в ее жизни. Он использует свою собственную мать, Фикри Ханым, в качестве угрозы и застрелит Алию через Дениз. Если Аля продолжит отношения с Джиханом, госпожа Садакат поставит ее в затруднительное положение, рассказав внучке, каким человеком на самом деле является мать Алии. Аля будет втянута в большую гражданскую войну, чтобы не оставлять сына один на один с такой реальностью. Она начнет задавать себе вопросы, вспоминая травмы, которые нанесла ей мать в прошлом. Она будет искать ответ на вопрос, действительно ли ее мать раскаивается или нет, но Алие будет нелегко решить, искренне ли Фикри Ханым или нет. Джихан предложит Алие, что они будут воспитывать Дениз вместе, и пообещает ей, что он всегда будет рядом с ней. Однако Аля понимает, что если она примет это предложение, ей придется кардинально изменить всю свою жизнь. Она окажется между своей любовью с одной стороны и безопасностью сына с другой. Даже если в глубине души она знает, что влюблена в Джихана, присутствие Майн, произошедшие события и ее проблемы с доверием усложнят ей принятие решения. С другой стороны, интерес Угура к Алие вызовет большую ревность и гнев у Джихана. Джихан придет в ярость, так как не сможет вынести того, что Аля приближается к Угуру. Если он потеряет контроль, он может совершить непоправимую ошибку, например, устранить Угура. Однако Аля предупредит ее, дав понять, что она никогда не вернется в Джихан в такой ситуации. Джихан окажется в большом тупике, размышляя о том, какой шаг предпринять в отношении Угура. Внезапное исчезновение Дениз повергнет всех в глубокую панику. Этот инцидент даже на некоторое время приостановит враждебность между Алией и госпожой Садакат. Потому что сейчас единственное, что имеет значение, чтобы Дениз нашли в целости и сохранности. Однако Джихан будет очень разочарован, когда Аля обвинит его в исчезновении сына. Пока он пытается защитить Алью и Дениз, рискуя всем, столкновение с этим обвинением вызовет огромный раскол в его внутреннем мире. Возникает вопрос, есть ли вероятность похищения, скрывающегося за исчезновением Дениз. Мог ли маленький мальчик испугаться услышанного и спрятаться, или все это было частью осознанного плана? Вероятность того, что Экмель затянет Алью и Джихана в большой тупик, похитив Дениз, выйдет на первый план.
Однако есть и другая версия. Демир узнал, что Денис на самом деле внучка Экмеля, и похитил ее, чтобы отомстить. Джихан и Кая без промедления примут меры, чтобы найти Денис и пойти по ее следу. Как только они получат подсказку, которая может привести их к морю, им придется, не задумываясь, пересечь ручей. Однако станет ясно, что эта вода не просто течение, а на самом деле таит в себе множество опасностей. Трудности, с которыми они столкнутся при переходе через ручей, станут одним из самых больших испытаний в жизни Джихана и Каии. Но, несмотря ни на что, они не отступят, чтобы спасти Денис. В тени всех этих событий для Алии и Джихана уже ничего не будет прежним. Если Джихан сможет подробно рассказать Алие о своем прошлом с Майн и доказать, что эти отношения – лишь односторонняя любовь, и что он не смотрит ни на кого, кроме нее, возможно, подозрения Алии немного ослабнут. И если это признание станет правдой, Аля тоже не сможет сдержать чувства в своем сердце и признает, что влюблена в Джихана. Эту любовь больше невозможно скрыть. Хотя Джихан и Аля стараются избегать друг друга, на самом деле они становятся ближе. Если Джихан расскажет Алие всю правду, а также выяснит, что отцом Барана является Экмель, доверие Алии к нему подвергнется еще одному испытанию. Но если ей это скажет кто-то другой, а не Джихан, то для Алии будет практически невозможно продолжать эти отношения. Потому что Аля много раз говорила Джихану: «Если ты что-то еще от меня скрываешь, скажи мне сейчас. Если я узнаю позже, на этот раз пути назад не будет». Он вынес предупреждение, сказав: если Джихан сможет заверить Алью, что Денис никогда не попадет в руки Экмеля и что он будет защищать ее любой ценой, возможно, Алья даст ему еще один шанс. Но препятствие на пути этой любви не только тайны прошлого. Потому что и Экмель, и Демир, и госпожа Садакат продолжат делать все возможное, чтобы бросить тень на эти отношения. Теперь главный вопрос: смогут ли Аля и Джихан преодолеть все эти препятствия и воссоединиться друг с другом? Или раны прошлого и новые угрозы разлучат их навсегда? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.